Все хотят быть успешными, много зарабатывать, быть полными здоровой энергии и чтобы их любили, конечно же. И это понятно, ведь каждому человеку свойственно желать для себя самого лучшего. Однако, далеко не у каждого это выходит. А вот к вам это точно не относится, потому что вы станете ого-го каким преуспевающим. А все почему? Да потому что вы открыли этот ролик и, о боже, вы еще тут? Супер! Потому что сегодня я расскажу вам главный секрет, по которому богатые богатеют, а бедные беднеют. А еще я поведаю вам просто чудо-способ избавления от ограничивающих убеждений, которые мешают вам добиться полного успеха в жизни. С вами Анна, и вы, конечно же, на канале Не Психология, где мы с вами помогаем друг другу развиваться. Совсем скоро я расскажу вам о самом главном оружии, которое поможет вам разрушить ваши негативные установки в пух и прах. Но для начала я хотела бы обсудить с вами примеры успешных людей, а именно их изобильной установки. Почему у этих людей есть так много из того, чего хочется иметь абсолютно каждому человеку? Почему они находятся там, где они находятся, и что должен делать каждый из нас для того, чтобы также в одно прекрасное утро проснуться и понять, что ты успешен в каждой области своей жизни. За последние лет 7, чтобы вы понимали, я объездила всю Россию, и при этом ни разу не была за границей. Печалька. И угадайте, что я делала? Я изучала поведение людей. Первые 4-5 лет в основном это были люди антиуспешные во всех областях жизни. И я была, естественно, в их числе. И вот самые важные моменты, которые я разглядела в поведении людей, которые не преуспевают ни в чем. Жалобы, нытье, сплетни, критика. Отсутствие цели, скидывание ответственности. То есть что-то из разряда «виню других, себя оправдываю». Безинициативность, нерешительность, бездействие, отсутствие стремления к знаниям. Уверена, вы парочку таких людей знаете, а-ля всезнайки. Зачем ты мне это говоришь? Я и так все знаю. И, кстати, ты не прав. Ну, знакомы же, да? Знаете таких персонажей. А теперь угадайте, чем я занималась последние 3 года. Бинго! Я изучала и, кстати, изо дня в день продолжаю это делать, изучаю поведение успешных в каждой области людей. Те, кто преуспел в одной области, меня не интересуют от слова совсем. Возможно, вы уже поняли, почему, да? Ну, я все-таки это озвучу. Если человек преуспевает, допустим, только в области финансов, это означает что? Что в остальных 3 сферах, в отношениях, здоровье и духовности, человек полный ноль. Без палочки причем. По мне, чтобы человек мог полностью считать себя успешным, он обязан иметь достаток, изобилие во всех сферах жизни. Ведь именно такая жизнь заслуживает называться счастливой и гармоничной, и, соответственно, и успешной. Кто со мной согласен, го плюсик в комментариях. Кто не согласен, ну вы поняли, да, минусик. И аргумент, пожалуйста. Итак, какие же установки и образ мышления преобладают у преуспевающих людей? В чем именно заключается их мышление изобилия? Первое – это наличие целей, которые соответствуют их жизненным ценностям. Кстати, оставляю вам подсказку на ролик о том, как выяснить и сформировать собственные ценности. Очень важный, очень нужный для каждого человечка. Обязательно посмотрите его. Второе – полная ответственность за свою жизнь, эмоции, слова и действия. 3 и 4 – решимость и способность действовать. Далее, умение анализировать собственные ошибки и, конечно же, глубочайшая любовь к знаниям. Ну, в общем, как у нас с вами. А вот последний в списке, но далеко не последний по значимости пункт – это осознание и принятие того факта, что всем в этом мире всего хватит. У каждого успешного человека есть потрясающие убеждения. Например, я этого заслуживаю. Достоин ли я такой жизни? Конечно, достоин. А скольким людям это принесет пользу, если у меня будет изобилие в жизни? Скольких людей я могу сделать счастливыми? Я имею свое изобилие в жизни совершенно заслуженно, и всем этим я намерен делиться с моими близкими и с любым человеком, с которым захочу поделиться. Мне ничего не жалко, ведь я получу в разы больше, чем отдал, будь то деньги или любовь. И это именно то, чем я собираюсь заниматься с вами в ближайшие несколько уроков. А. Убеждать вас в том, что всего хватит на всех. И Б. Что вы достойны быть успешным, счастливым, обладающим изобильной, красивой жизнью человеком. И сейчас я хочу назвать вам 4 ступени к установкам изобилия, которые вам необходимо принять и которые очень скоро перепрограммируют ваш мозг.
Первая ступень. Вы должны понять и принять тот факт, что вы совершенно уникальный человек, что таких, как вы, на Земле больше нет, и вам точно есть, что предложить этому миру. И это будет что-то настолько уникальное, что вы сможете получать отличную оплату за это. При этом у вас не должно быть мысли, а что если мои труды провалятся? Что если мое творение никому не понравится, не принесет пользы? Но это будет такой момент, когда вы скажете: я создал это, я сотворил это, я придумал и реализовал крутую идею. И да, я заслужил отличную награду за свои усилия. И, соответственно, второй ступенью для вас будет принятие этой награды в следующем ключе. Это стоит хороших денег. И это будет чистейшей правдой. Ведь по сути, что такое деньги? Некоторые люди совершенно неправильно воспринимают их как что-то отдельное, как саму цель. А деньги это вовсе не цель. Это всего лишь средство достижения целей. По сути, это награда за наши труды. Раньше денег не было, и люди просто платили друг другу услугами. Ты мне помог построить дом, я сошью тебе одежду. Ты мне овощи, я тебе шерсть. Но когда такая система взаимного обмена перестала быть удобной, люди придумали и ввели в оборот деньги, сами установив цены за свои труды. Естественно, в рамках оговоренных обществом. Таким образом, можно сказать, что каждый человек сам устанавливает для себя собственную планку доходов. А раз вы уникальный и создаете уникальный продукт, над которым вы столько трудились и старались, то вы заслуживаете того, чтобы установить себе высокую планку. И знаете что? Люди обязательно будут покупать ваш продукт или вашу услугу, потому что люди обожают уникальные и качественные вещи и готовы платить за это отличные деньги. И вы в силах им это предложить. Кстати, пока опять не забыла, если вам нравится мой контент, не забудьте подписаться, потому что впереди у нас еще как много всего полезного и, что не менее важно, вкусного. А теперь давайте вернемся к нашим ступенькам. Третьей ступенью будет принятие. Я это заслужил. Вы должны верить в то, что вы супер крутой человек, который заслужил иметь финансовое благополучие и изобилие в жизни. Для многих людей эта ступень становится невероятно сложной, потому что начинается что? Самосаботаж. Вопросики типа: а правда ли я это заслужил? А вдруг мне начнут завидовать друзья? У других людей такая плачевная жизнь, мне будет стыдно жить в изобилии и на виду у всех. А действительно ли я стою этих денег или этой любви? Конечно, еще как стоите. Просто помните, что вы потрясающий, уникальный человек и что таких на Земле больше просто нет. Далее, четвертая ступень звучит так. Я намерен делиться своим изобилием с другими. Здесь вы должны будете осознать, что у вас будет настолько всего много, что вы без каких-либо ограничений сможете этим делиться. И более того, вы будете радоваться этому. И как раз это и есть главное оружие в борьбе с самосаботажем, чувством вины, страхом перед завистью и прочими пеньками и камнями преткновения на пути к изобилию, которые мы сами себе под ноги и подкидываем. И все эти пеньки мы будем изучать подробно в одном из следующих роликов. И, кстати, ребят, мне очень нужна ваша помощь. Я в последние дни очень ломаю голову над одним вопросом и из-за этого даже плохо сплю. Поэтому я хочу попросить вас, помогите мне решить этот внутренний конфликт. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вам вообще нужен этот курс? Хотите ли вы обрести это мышление изобилия? И стоит ли мне продолжать его делать вообще? Просьба, пишите, пожалуйста, честно, без лести, без страха меня обидеть. Главное, пишите, потому что иначе мой мозг не будет столь продуктивен, и я просто потеряю способность делать хорошие, качественные ролики. Но такие же никому не нужны. А мне терять вас как не хочется. Теперь, как обещала, раскрываю вам самую главную тайну о том, как разрушить свои ограничивающие убеждения. Скажите мне, помните ли вы тот момент, когда в детстве вы вдруг осознали, что Деда Мороза не существует? Я прекрасно помню этот момент, когда мне было 5 или 6 лет, после просмотра какого-то рождественского мультфильма, уже не помню точно какого, я вдруг подумала, а действительно ли этот дед существует? Если да, то почему я никогда его не видела лично? А далее просто возник вопрос, а как же этот седовласый дедуля с плотно набитым брюхом может пробраться в небольшую по диаметру дымоходную трубу? Да и в многоквартирном доме, в котором я жила, я вообще такой трубы не наблюдала. И после этого я стала все больше моментов замечать, которые доказывали, что Дед Мороз – это байка,
созданное взрослыми. Мой детский мозг просто сфокусировался на том, чтобы искать все больше подтверждений тому, что Дед Мороз вымысел. И к чему я все это говорю? Самое лучшее оружие, которое способно разрушить ваши ограничивающие установки и рамки, это сомнение. Любую истину, а точнее то, что вы воспринимаете за истину, можно сломать, лишь усомнившись в том, что это истина. И если до сего момента вы говорили себе: я неуклюжий, я никчемный, у меня ничего не получается, деньги достаются мне очень тяжело, меня никто не любит и так далее, попробуйте поставить это убеждение под сомнение. Спросите себя, а действительно ли это истина? И каждый раз, когда вы захотите сказать себе какую-то дрянь, подумайте, действительно ли это так? Вот увидите, скоро ваш мозг начнет замечать все больше моментов, опровергающих эти ужасные вещи, в которые вы верите, ваши ограничивающие убеждения. А взамен вы станете замечать за собой, что вы молодец, что вы ловкий, вам всегда везет, вас любят, а зарабатывать деньги это не так уж и трудно. Что необходимо сделать еще? Выясните и выпишите свои ограничивающие убеждения, если вы этого еще не сделали. После чего зачеркивайте их к чертям собачьим. И рядом сформулируйте и запишите новую, противоположную фразу, которую хотите сделать своим новым, расширяющим и вдохновляющим убеждением. Далее оставляю пункты для проработки для каждого, кто готов изменить свою жизнь и обрести, наконец, изобилие в жизни. С вами была Анна. Увидимся. Подтверждение тому, что Дед Мавродий, был такой персонаж, да.